Скифы не являются предками славян. В прошлом часто историки пытались вывести родословную славян от скифов, древнего народа Причерноморья. В XVII-XIX веках это было массовым, так как археология была в зачаточном состоянии, а славное прошлое скифов импонировало самолюбию российских властей. Но генетика расставила всех по местам. Да скифы мы, да азиаты, с раскосыми и жадными глазами. Александр Блок. Поэт ошибался, скифы отнюдь не были азиатами и имели вполне европеоидный облик, даже там, где сейчас доминирует монголоидное население – Хакассия, Алтай, запад Монголии. Да и к славянам скифы особенного отношения не имеют. Сотрудники МГУ имени Ломоносова провели сравнительный анализ различных краниологических серий по частотам неметрических признаков на черепе для оценки генетической преемственности между скифами Северного Причерноморья и популяциями бронзового века Восточной Европы и Центральной Азии. Сегодня существует две основных гипотезы происхождения скифов. Либо они пришли на территорию Северного Причерноморья из Центральной Азии, и коренное индоевропейское население было ими завоевано и ассимилировано, либо скифы генетически связаны со срубной культурно-исторической общностью, этнокультурным объединением племен эпохи поздней бронзы XVI-XII века до нашей эры, распространенным в степной или состепной полосах между Днепром и Уралом, рассказал один из авторов публикации Алла Мовсисян. Проще говоря, скифы либо потомки срубной культуры, индоевропейцев, которые кочевали в степях юга России, либо еще более далеких европеоидных культур нынешнего Северного Казахстана. Полученные результаты позволили предположить, что обе гипотезы этногенеза скифов частично верны. Скифский генофонд сформировался на основе потомков местной срубной культуры бронзового века и популяций, мигрировавших из Центральной Азии. Одним из устойчивых мифов является представление о скифах как о предках славян, несмотря на то, что ученые уже давно выяснили, что между двумя племенами практически нет преемственной связи. Согласно гипотезе Бориса Рыбакова, изложенной в книге Геродотова «Скифия», часть скифских племен, так называемые скифы-пахари, возможно, приняла некоторое участие в этногенезе славян в силу длительной географической близости. Однако представление о том, что скифы являются прямыми предками славян, не подтверждается ни археологическими, ни антропологическими, ни генетическими или лингвистическими данными, уточнила Мовсисян. Однако часть антропологов уверена, что следы метисации со скифами есть у славянских племен полян и северян. Их черепа уже грацильнее и скорее относятся к южным европеоидам, чем к северным, базовым для славян. Но языковых параллелей очень мало для таких близких соседей. Буквально десяток слов: бог, жрец, клятва, огонь, собака, причем имеющих сомнительную доказательность. Зато в языках балтов есть мощнейший пласт прямых иранских заимствований. Поэтому скифские предки у славян крайне маловероятны. Речь идет о простой преемственности народов на одной территории, однако спустя сотни лет. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.